Пикапы – настоящий символ американской культуры и мощи. Я тоже так думал, пока не увидел эти модели. В этом ролике я расскажу вам про самые нелепые пикапы в истории. Вы вообще когда-нибудь видели такой пикап? Или такой? Обязательно смотрите видео до конца, ведь последний пикап даже пикапом назвать тяжело. Приятного просмотра! Начнем наш обзор с печально известного GMC Sprint, который стал экспериментальной попыткой объединить легковой автомобиль и пикап в одном корпусе. Но эта идея не нашла отклика у широкой аудитории. Модель, производившаяся в 70-х годах прошлого столетия, считается одним из наименее удачных пикапов в истории американского автопрома. И причин для этого много. Во-первых, функциональность оказалась, мягко говоря, ограниченной. GMC Sprint позиционировался как автомобиль-купе с возможностью перевозки грузов, но его грузовой отсек был слишком мал для серьезной работы. Низкая грузоподъемность делала его неэффективным для транспортировки тяжелых грузов и буксировки, что значительно снижало его привлекательность среди тех, кто искал практичный и надежный рабочий автомобиль. Во-вторых, необычный дизайн сыграл далеко не лучшую роль в судьбе модели. Длинный передний капот и небольшой грузовой отсек создавали диспропорциональный и неуклюжий внешний вид, который не нашел отклика у большинства покупателей. Вместо того, чтобы привлечь внимание к инновационному сочетанию купе и пикапа, такой стиль лишь отпугивал потенциальных клиентов. Кроме того, производительность GMC Sprint оставляла желать лучшего. Слабое ускорение, плохая управляемость и недостаточная мощность двигателя вызывали разочарование у владельцев, которые ожидали от пикапа большей надежности и уверенности на дороге. Проблемы с надежностью усугублялись частыми поломками двигателя, трансмиссии и электрических систем, что увеличивало расходы на обслуживание. Наконец, отсутствие важных опций, таких как усилитель руля и кондиционер, завершало список его недостатков. В совокупности эти факторы привели к низким продажам, и модель была снята с производства спустя всего несколько лет, закрепив за собой репутацию одного из самых неудачных пикапов Америки. Дальше я бы хотел рассказать про Dodge Ram Charger. Этот автомобиль стремился объединить мощь пикапа с внедорожными качествами SUV, но не оправдал ожиданий. Громоздкий дизайн и высокая прожорливость топлива сделали модель неконкурентоспособной. Dodge Ram Charger Pickup стал ярким примером провала американского автопрома по ряду причин. Во-первых, производительность оставляла желать лучшего. Несмотря на агрессивный внешний вид, этот пикап нередко разочаровывал владельцев. Слабые двигатели не обеспечивали достаточной мощности для ускорения и буксировки, что делало Ram Charger менее привлекательным для тех, кто искал надежный рабочий автомобиль. К тому же ему не хватало функциональности. Просторный салон и большой грузовой отсек не компенсировали отсутствие современных функций и удобств, которыми уже вовсю оснащались конкуренты. Это отпугивало покупателей, рассчитывавших на универсальное авто для работы и отдыха. Надежность также оставляла желать лучшего. Водители часто сталкивались с механическими проблемами и сбоями в электронике, что приводило к повышенным расходам на обслуживание и снижению остаточной стоимости. Добавим сюда устаревший дизайн и слабые показатели безопасности. Угловатый стиль и аскетичный интерьер выглядели неубедительно на фоне более современных и обтекаемых конкурентов. Отсутствие продвинутых систем безопасности также снижало привлекательность модели для тех, кто заботился о защите на дороге. Все эти факторы в сочетании с ужесточением стандартов безопасности привели к падению спроса, и в 1993 году Ram Charger был снят с производства. Следующий в списке – Chevrolet Colorado, который выпускается с 2004 года и до сих пор остается на рынке. Хотя эта модель часто считается достойным вариантом среди среднеразмерных пикапов, она не избежала критики за некоторые проблемы, особенно в первые годы производства. Одной из основных причин недовольства стала низкая надежность ранних версий, что нанесло удар по репутации автомобиля. Когда Chevrolet Colorado дебютировал, владельцы нередко жаловались на проблемы с трансмиссией, двигателем и общим качеством сборки. Хотя большинство этих дефектов были устранены в более поздних выпусках, первые впечатления от модели оставили негативный след. Кроме того, интерьер ранних версий был не на высоте. Дешевые материалы и не самые удобные сиденья в сравнении с конкурентами также стали поводом для критики, что негативно сказалось на восприятии общего качества автомобиля. Еще одним слабым местом
Колорадо оказался ограниченный выбор двигателей, которые не всегда удовлетворяли запросы более требовательных водителей. Несмотря на наличие нескольких вариантов силовых агрегатов, их мощность и продуманность иногда проигрывали конкурентам. К тому же качество езды также подвергалось замечаниям, жестковатая подвеска и сниженный комфорт при движении по неровным дорогам или на дальние расстояния вызывали нарекания. Несмотря на эти недостатки, Chevrolet Colorado продолжает удерживать свои позиции на рынке, но потенциальные покупатели могут обратить внимание на другие модели в зависимости от своих предпочтений и приоритетов. Еще один неудавшийся эксперимент – Ford Courier. Это попытка компании Ford занять нишу на рынке компактных пикапов. Однако слабый двигатель и отсутствие ключевых характеристик сделали модель неудачным выбором на фоне таких конкурентов, как Toyota Hilux и Nissan Datsun. Несмотря на компактные габариты, от Courier не стоило ждать производительности, типичной для пикапов. Владельцы нередко жаловались на маломощные двигатели и недостаточную тяговую способность, что делало его неспособным справляться с серьезными задачами вроде буксировки или перевозки тяжелых грузов. Этот недостаток функциональности разочаровывал пользователей, рассчитывавших на рабочий автомобиль, готовый к повседневным испытаниям. Еще одной слабой стороной модели была ограниченная универсальность. Небольшой грузовой отсек и тесный салон существенно снижали его практичность как для перевозки крупных грузов, так и для комфортного размещения пассажиров. К тому же, к концу 70-х годов угловатый дизайн и скромный интерьер стали выглядеть устаревшими. Покупатели все чаще выбирали более современные и стильные модели, что негативно сказалось на продажах Courier. Надежность пикапа также оставляла желать лучшего. Частые жалобы на неисправности двигателя, подвески и трансмиссии вели к повышенным затратам на ремонт, а низкие оценки безопасности и отсутствие современных систем защиты только усугубляли ситуацию. Все эти факторы привели к тому, что Ford снял модель с производства в 1982 году, завершив неудачный этап в истории своих компактных пикапов. Ну а следующая неудача также принадлежит компании Ford. Bronco 2. Неудачный наследник культового Bronco. Несмотря на свои внедорожные качества, вторая версия имела серьезные проблемы с безопасностью и управляемостью, что заслуженно поставило ее в ряд худших пикапов в истории американского автопрома. Первой и самой значительной проблемой была безопасность. Bronco 2 прославился высоким риском опрокидывания. Высокий центр тяжести и узкая колея создавали нестабильность, особенно при резких маневрах и движении по сложным маршрутам. Эти недостатки обернулись множеством аварий и травм, что негативно сказалось на репутации автомобиля среди тех, кто ценил безопасность. Автомобиль нередко подвергался критике за высокую вероятность опрокидывания даже при обычной эксплуатации. Надежность также вызывала много вопросов. Владельцы часто сталкивались с проблемами двигателя, трансмиссии и подвески, а также с неполадками в электрических системах. Эти постоянные неисправности вели к увеличению расходов на ремонт, что делало модель невыгодной в долгосрочной перспективе. Каждое новое поколение проблем только усугубляло репутацию автомобиля и снижало его стоимость. Кроме того, Ford Bronco 2 страдал от ограниченной утилитарности. Хотя он позиционировался как пикап, его грузовое пространство и буксировочные возможности были крайне скромными, что уменьшало его функциональность по сравнению с конкурентами. Компактные размеры и тесный салон не способствовали универсальности, особенно на фоне таких успешных моделей, как Chevrolet S10 Blazer и Toyota Runner. Все эти недостатки в конечном итоге привели к прекращению производства Bronco 2 в 1990 году. Дальше идет попытка американского автопроизводителя пробиться на рынок компактных пикапов, где японские компании уже завоевали лидирующие позиции. Однако низкая мощность и отсутствие комфорта сделали Dodge D50 непопулярной среди покупателей. Автомобиль оказался одним из самых неудачных пикапов в истории американского автопрома по ряду причин. Главной слабостью Dodge D50 была его невыразительная производительность. Хотя автомобиль позиционировался как компактный пикап, владельцы часто жаловались на слабый двигатель и недостаточный крутящий момент,
что ухудшало разгон и тяговую способность. Эти проблемы делали его малоинтересным для тех, кто искал надежное транспортное средство для работы. Кроме того, компактные размеры ограничивали грузоподъемность пикапа, что еще больше снижало его полезность для коммерческого использования. Надежность модели также оставляла желать лучшего. Dodge D50 часто страдал от неисправностей двигателя, трансмиссии и подвески, что увеличивало расходы на ремонт и снижало остаточную стоимость автомобиля. Владельцы нередко сталкивались с частыми поломками, что разрушало доверие к модели. Дополнительно ситуацию ухудшал устаревший дизайн и отсутствие современных функций, которые уже предлагали конкуренты, предоставляя больше удобств и инноваций. Таким образом, сочетание слабой динамики, проблем с надежностью, устаревшего внешнего вида и недостаточного уровня безопасности привело к тому, что Dodge D50 не смог конкурировать на рынке. Эти недостатки обусловили низкие продажи и привели к завершению производства модели в 1982 году. Еще один американец – Jeep Comanche, производившийся с 86 по 92 год прошлого столетия. Несмотря на сильные стороны, такие как отличные внедорожные возможности и оригинальный дизайн, этот пикап не смог завоевать популярность среди американских потребителей. Его проблемы с надежностью, ограниченная производительность и устаревший внешний вид стали ключевыми причинами неудачи на рынке. Одной из главных слабостей Jeep Comanche была ненадежность. Владельцы часто сталкивались с поломками трансмиссии и другими механическими неисправностями, что приводило к частым и дорогостоящим ремонтам. Эти непредвиденные затраты на обслуживание серьезно подрывали доверие к модели. Помимо этого, многие покупатели были разочарованы ее производительностью. Двигатели, установленные на Comanche, не обеспечивали достаточной мощности для работы в тяжелых условиях или буксировке, что снижало его привлекательность среди тех, кто нуждался в надежном рабочем автомобиле. К тому же внешний вид и интерьер Comanche начали быстро устаревать к концу 80-х годов. Угловатый дизайн и простой салон уже не соответствовали требованиям рынка, где конкуренты предлагали более стильные и комфортные пикапы. Дополнительно, низкие оценки по безопасности делали Comanche менее привлекательным выбором для покупателей, озабоченных защитой водителя и пассажиров. В условиях конкуренции с более современными и надежными моделями от таких марок, как Ford и Toyota, Jeep Comanche оказался неконкурентоспособным. Эти недостатки привели к его снятию с производства в 1992 году, оставив модель в истории как один из самых неудачных пикапов в США. Двигаемся дальше по списку. Там находится GMC S15. Эта модель, аналог Chevrolet S10, страдала от схожих проблем, таких как ненадежность, слабая производительность и устаревший дизайн, что делало ее одним из наименее привлекательных пикапов в своем сегменте. GMC S15 приобрел печальную репутацию среди пикапов в США по нескольким причинам. Одной из главных проблем была ненадежность. Многочисленные неисправности двигателя, поломки трансмиссии и других компонентов вызывали частые обращения в ремонтные мастерские, что значительно увеличивало эксплуатационные расходы владельцев. Эти механические проблемы подрывали доверие к модели и снижали ее стоимость на рынке подержанных автомобилей. Помимо этого, GMC S15 демонстрировал слабую производительность, что также влияло на его популярность. Несмотря на компактные размеры, двигатель не обеспечивал достаточной мощности и крутящего момента, что приводило к плохому ускорению и низким тяговым возможностям. Покупатели, ожидавшие от пикапа надежности и силы, часто разочаровывались. Устаревший дизайн также играл свою роль. К концу 80-х годов внешний вид и интерьер автомобиля выглядели устаревшими на фоне более современных конкурентов. Недостаток инновационных решений и скромный набор опций делали модель непривлекательной для покупателей, ищущих новые технологии и комфорт. В совокупности с низкими показателями безопасности и сильной конкуренцией со стороны других производителей, эти факторы привели к снижению продаж и выводу модели с производства в 1990 году. Ну и самым необычным пикапом из этого списка
можно по праву считать Chevrolet Super Sport Roadster, сокращенно SSR. Это уникальный автомобиль, сочетающий в себе элементы пикапа и ретро-стиля родстера. Его внешний вид и инновационные решения привлекали внимание, однако SSR часто попадает в списки худших пикапов Америки. И сейчас я вам расскажу почему. Дизайн Chevrolet SSR вызвал множество противоречивых мнений. В нем удачно сочетались ретро-элементы, напоминающие грузовики 50-х годов, с современными техническими решениями. Некоторые ценили его ностальгический стиль, но другим он казался слишком эксцентричным и непрактичным для пикапа. Несмотря на свою классификацию как пикап, функциональность SSR страдала из-за механизма убирающейся жесткой крыши. Когда крыша была сложена, она занимала значительную часть грузового отсека, что ограничивало возможности перевозки больших или громоздких предметов. Это делало его менее полезным как рабочий пикап. Хотя SSR был оснащен мощным двигателем V8, его производительность не всегда соответствовала спортивному внешнему виду. Многие критики и автолюбители считали, что разгон и управляемость автомобиля не были достаточно впечатляющими для его ценовой категории, что разочаровывало тех, кто искал более динамичные впечатления от вождения. Продажи Chevrolet SSR не оправдали ожиданий, несмотря на первоначальный интерес к автомобилю. Его нишевая направленность и высокая цена ограничили круг покупателей, что привело к низким продажам и завершению производства всего через несколько лет. Этот автомобиль стал редкостью и остается мало знакомым среди более широкой аудитории. В итоге, несмотря на свою уникальность и оригинальность, Chevrolet SSR был ограничен по функциональности, имел высокую цену и не впечатлял своей производительностью. Хотя у него нашлись свои поклонники среди энтузиастов, эти недостатки перевесили его новизну и привлекательность для большинства потребителей и автомобильных критиков. Да уж, эти пикапы действительно получились не очень, но купить машину все равно хочется. И если вы хотите ускорить этот процесс, то у меня для вас кое-что есть. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр.